Приветствую всех на своем канале. Друзья, сегодня я решил приготовить судака с помидорами с луком. Элементарно легкий рецепт. Для этого нам понадобится минимум ингредиентов. Это свежепойманный судак, лук, помидоры, соль, перец и растительное масло для жарки. Поехали! Начнем с разделки рыбы. Судака разделаем на филе. Делаем надрез у головы и вдоль хребта ведем к хвосту. Доходим до второго плавника и вдоль хребта выводим нож на обратную сторону. И вдоль хребта ведем к хвосту, отрезаем филе. Проходим по ребрам, стараемся как можно больше мяса осталось на шкуре, потому что у судака в реберной части очень тонкое мясное место. И отрезаем филе. Берем вилочку, зажимаем шкуру к доске и вдоль шкуры снимаем филе с кожи. В итоге у нас должно получиться вот такое ровное филе и вот такая вот кожа. Если вам сложно разделать судака на филе, для этого блюда можно почистить и нарезать его прямо с костями, стейками. Но, чтобы потом не ковыряться в костях, лучше разделать на филе. С обратной стороны также делаем надрез за плавниками в голове. Опять у второго плавника втыкаем нож, вдоль спинных костей ведем нож к голове. Потом возвращаемся, вдоль хребта выходим на обратную сторону и в обратную сторону к хвосту отделяем мясо от хребта. Также вдоль ребер срезаем мясо с костей. Дойдя до окончания ребер, прорезаем и отрезаем шкуру. И так у нас получается второе филе. Его тоже отделяем от кожи, уперев вилку, держим кожу у кости и ведем филевочным ножом в противоположную сторону вдоль шкуры. Вот такое филе у нас в итоге получается. Шкуру, хребет мы уберем в сторону, она нам сегодня не понадобится. С него мы в будущем можем сварить уху. Берем вторую доску нашу. Филе у нас готово. Сейчас его нарежем на нужные нам куски. Я думаю, судак у нас на 1,5 кило. Разделим каждое филе на 4 части, чтобы нам было удобнее жарить. Судака мы нарезали. Я обычно пользуюсь крупной солью, смешанной с перемолотым перцем. Сейчас присолим судака с обеих сторон. Он сразу одновременно у нас поперчится. Переворачиваем. Также с обратной стороны присаливаем. Судак свежий, готовится быстро. Поэтому мы присаливаем буквально минут на 5. Тем временем, пока судак у нас просаливается, нарезаем кольцами лук. Кольца желательно такие не сильно толстые, миллиметра по 4, по 3. Лук нарезали, убираем его в сторонку. Также нарезаем кольцами помидоры. Срезаем полку. Помидоры желательно брать покрупнее, повкуснее и поспелее, так как у нас на каждую часть рыбы пойдет по одному кружку помидора. Вот, нарезаем, у нас 8 частей судака получилось. Нам нужно 8 частей помидор. Мы нарезали одну помидорку и нарежем еще вторую. Помидоры у нас подготовлены. Приступим к жарке.
Поставим сковороду на плиту. Включим плиту. Понадобится сковорода с крышкой. Нальем масло на сковороду. Грамм 30 будет достаточно. Наша сковорода нагрелась. Берем филе судака. Жарим без муки. Сковорода у нас антипригарная. Жарим 2 минуты с одной стороны. Потом перевернем. Минуту с другой стороны и будем уже выкладывать овощи. Подготовим все сюда поближе. У судака мясо нежное. Если его долго жарить, оно будет сухим и невкусным. В этом рецепте оно готовится быстро, потом дотушивается с овощами. Перевернув, кладем на судака сверху колечки лука. Лук нам нужно посолить нашей смесью соли с перцем. И поверх кладем томаты. Томаты также сверху солим. Ставим плиту на минимальный, закрываем крышку. И так они у нас будут томиться минут 10. Тем временем пока приберем здесь. Десять минут у нас прошли. Наша рыба готова. Выключаем плиту. Посмотрим, что у нас получилось. Аромат. Кто любит нежное мясо рыбы тушеное и запеченные помидорки, то это именно ваш рецепт. Нежнейшее мясо. Готовится быстро, элементарно и очень вкусно получается. Я обычно на рыбалке очень часто готовлю этот рецепт. Так, уберем сковородку в сторону и будем пробовать, друзья. Что рыбка, что помидорка просто растомились. Вот это сочетание судака. Я с другой рыбой это блюдо не готовил. Обычно готовим на рыбалке вот с судаком. Но вот сочетание судака именно вот с помидорами вообще просто идеально. Лучок, все вот растомилось как надо. По соли помидорки любят как бы соль и перец. Посолить надо нормально. Там, кстати, в сковороде очень много бульона получается овощного. И он такой вкусный, друзья. Вот этот бульончик вот так вот полить прямо. И потом, когда кушаете хлебушком, так макаешь, вообще получается просто бомба. Друзья, кто ездит на рыбалку, рыбачите на судака, вот беспроигрышный вариант. Возьмите просто сковородку с крышкой, можете на огне, на углях приготовить это блюдо. Готовится быстро, вы просто и сами поймете, что это очень вкусно. И близких, кого будете угощать, они просто будут вам благодарны. На этом, друзья, хочу с вами попрощаться. Впереди у меня много дел. Не жадничайте, подписывайтесь, дергайте там колокольчики, бубенчики, пишите комментарии. Всего доброго, до скорых встреч!